Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как сделать простой осенний декор своими руками. Возможно, кто-то будет готовиться к Хэллоуину. И эти милые бархатные тыковки отлично впишутся в любой интерьер. Делаются они легко и быстро. Бархат можно заменить любым другим материалом. Добавить декор к тыковкам можно абсолютно любой, по вашему желанию. Также их можно делать абсолютно любого размера и в любой цветовой гамме. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересен. Приятного просмотра! Я буду делать небольшую тыковку диаметром 9 см. Для этого понадобится шаблон диаметром 18 см. Из инструментов понадобятся ножницы, горячий клей, маркер для обрисовки шаблона. И я выбрала вот такой яркий, сочный, оранжевый бархат. И хвостик я буду делать из веревочной бечевки. Наполнять тыковку я буду обычным наполнителем, и на низ тыквы я кладу еще немного риса. Саму тыковку я буду сшивать иголкой с ниткой. Кладу шаблон на бархат, обрисовываю и затем вырезаю. Теперь понадобится иголка с ниткой, и равномерными стежками мы затягиваем сверху ткань. До конца не зашиваем, оставляя немного пространства для наполнения. Сначала я тыковку наполняю рисом совсем немного, а затем наполняю наполнителем. Наполняйте наполнителем вплотную, чтобы тыква получила форму после закрытия шва. Тыковка наполнена, теперь можно закрывать такими же стежками до конца. Но иголку с ниткой не убираем, так как еще несколько раз нужно будет пройтись по верху и затянуть ее до максимума. Вот так должно получиться, и это место мы закроем хвостиком. Под этот размер тыковки, бечевки я отрежу 10 сантиметров. С одной стороны бечевку нужно немного расправить. И этой стороной бечевки нужно клеить к тыкве. Клеить я буду на горячий клей. Крепко прижимайте, чтобы клей хорошо взялся и держал хвостик. Иногда вся бечевка не захватывается клеем, поэтому если где-то что-то торчит, просто можно добавить клей и доклеить.
Тыковка готова, и теперь можно добавить какой-нибудь декор. Декор может быть абсолютно любым. Вот, например, эта тыковка задекорирована бисером и бантиком, а зеленая тыковка ключиком и тоже бантиком. Эту тыковку я решила задекорировать вот такими цветами. Обычные искусственные цветы, в данном случае гортензия. Отрежу 3 соцветия и приклею к тыкве. Теперь тыква готова полностью. Согласитесь, ничего сложного, никаких специальных инструментов не требуется, а получилась вот такая милота. Надеюсь, вам понравился видеообзор по созданию бархатной тыквы. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока! И сейчас я вам покажу, как смотрятся тыквы в интерьере.